Так, ну что, мы уже дома. Наш завтрак не меньше, чем в отеле. Не сильно отличается от отеля. Очень даже все есть. Вот, дыньку сегодня купили, сходили. В общем, 37 лир стоит за килограмм дыни. Вот, очень вкусная сейчас дыня. Все это, да? Это мы уже доели целую дыню? Нет, это половина. Алмаз, ты что всю дыню себе забрал? А за это тоже так много я взяла. Вы так много не съедите, вас живот заболеет. Ну что, а у нас уже вечер. Мы сегодня целый день отдыхали, приходили в себя. И Алмаз сегодня одел футболку, которую разрисовал в отеле, да? Покажи. Короче, в отеле разрисовать футболку стоит 600 лир. А сейчас будет крутой Майнкрафт. Да, и у Азальки то же самое. В общем, мы купили по 600 Ну, лир. Две футболки, ну, 1200 лир получается. Если вы захотите разрисовать, $18 где-то стоит. Мы сегодня целый день гуляли, отдыхали очень. И я заметила, что вообще на улице в Турции вообще практически никого нет. Все разъехались кто куда, и в доме то же самое происходит. Ну, а сейчас время, наверное, 10 где-то. Мы собираемся прогуляться немножко. По градусам на улице на градус выше здесь. Тепло, короче. Короче, идем в соседнюю горку. А теперь не болит. У нас рядом с домом тоже горка есть. То есть прям все-то... У нас еще скоро бассейн откроют. Дай бог. Сегодня спускались, еще пока закрыто. 20 июня открывают бассейн. Ну, а мы во дворе недалеко еще на одну горку обычно ходим вечером. Вот она, эта площадка. Мы в футболках, в шортах. Идем сейчас здесь посидеть. Дети на площадке. Немножко с вами поговорю, поболтаю. Хочу сказать свои впечатления. Да, приходится самой уже готовить. Отвыкла от того, что все убирают. Все, вот стоишь, посуду моешь, и уже как-то непривычно. К хорошему быстро привыкается. Сегодня ходили по магазинам, купили немножко мяса. Опять-таки готовка все на мне, конечно же. С утречка уже встали. Вот мы вчера приехали, сегодня с утречка уже встали, начали всю квартиру убирать. Ну, как-то тоже через неделю уже, ну, в течение недели, точнее, квартира так уже подпылилась. Сходили мы на рынок. Я хотела показать, что мы купили. Зелень 3 видов: мята, укроп, петрушка по 15 лир. Сейчас очень вкусные абрикосы. Хочу показать вот такие вот. 40 лир за килограмм. Ну, вот такая большая упаковка, мы почти уже съели. Грибочки, шампиньоны. Купили помидоры черри. Вот, тоже 40 за килограмм идут. Очень вкусные, дети любят. Лимончики взяли. Это семиты мы в другом месте взяли. Это мы в магазине взяли тоже вот. Турецкие давно уже хотели, кстати, вот давайте покажу их тоже уж заодно. Турецкие бокалы давно хотели вместе с маленькими тарелочками вот такими вот. Вот. Так, это мы 2 упаковки взяли абрикосов. Ягоды, клубнику взяли 80 лир за килограмм сейчас. Может быть, как раз те, кто остались на моем канале после отеля, интересуются ценами, сколько стоит, да, морковка. Морковка сейчас не прям сезон, поэтому стоит 40. Огурцы, помидоры по 10 лир сейчас. По 10 лир. Лира к рублю, 2 рубля, значит 20 рублей помидоры и огурцы сейчас стоят. Сегодня даже огурцы видела по 8 лир, представляете, на рынке. Вот такие вот помидоры, они дороже немножко, идут 30 лир. То есть за 10, за 15 можно найти помидоры. За 10 нормальные помидоры, как у нас вот на ветке бывает же обычно вот такие прям с запахом, с ароматом, по 10 лир. Мы вчера уже покупали, их не стали брать. Так, это мы обычные эти взяли в магазине. Хлеб, молоко. И бананы уже тоже почти доели, еще брали кукурузу. Банану 80 лир сейчас за килограмм стоит. 75 тоже там были, ну мы за 80 взяли. Так, кукуруза за 3 штуки, кукуруза сейчас
В общем, кукуруза сейчас за одну штучку 25 лир. Она сейчас очень вкусная. Кукуруза, кстати, вкуснее, чем у нас. Вот раньше мы всегда собирали кукурузу, ели, да, а здесь чуть-чуть она по-другому. Ну, вообще все, если честно. Помидоры, огурцы, они все по-другому, по вкусу. Вот, кстати, в отеле, где мы были, и огурцы, и помидоры не такие, не настолько вкусные, которые мы покупаем здесь. А еще, так, купили рыбку. Рыбку взяли чупра, у нас там есть рыбный магазин, рыбный рынок точнее, там прям ловят, привозят. А чупра за килограмм 400. Вот эти две большие, они, кстати, очень тяжелые рыбки, вышли на 500 лир. Сейчас 2 рубля до лиры, ну, значит, получается где-то 1000 рублей, 2 вот такие вот рыбки. И быстренько хочу показать вот те помидоры, про которые я говорю, на ветке. Вот они прям пахнут, такие прям как будто бы с огорода только-только собрали. Это мы уже вчера купили огурцы, мы тоже вчера набрали. Сегодня уже не стали покупать 2 пакета. В общем, мы после отпуска потихоньку наполняем перец. Я купила вчера, кстати, 20 лир за килограмм. Потихоньку наполняем холодильник. Хотела вот поделиться именно ценами с вами. И у нас настал новый день. Мы хотим посмотреть бассейн. Открыто ли тут? Нет, видишь, пока закрыто. У нас на последнем этаже бассейн. Запах есть и есть шум какой-то. Как и сказали, пока бассейны дезинфицируют, хлорируют. Там, в общем, запах хлорки пахнет очень сильно. Пошли обратно. А мы едем по своим делам. Кто на канале впервые, вот такой вот лифт у нас в доме, золотой. Вот, хочу вас с собой взять немножко по своим турецким делам жизненным, да. Езжу я всегда на велосипеде, на электровелосипеде. Я знаю, что на канале есть новые зрители, которые с отеля пришли, которые смотрели ролики с отеля. Вот такие вот подъезды у нас в Сите. Вот, и в нашем Сите еще есть сауна. И кто будет оставаться на канале, все я покажу, расскажу, бассейн покажу. А вообще, кому не терпится, можете предыдущие ролики смотреть. В прошлом году я показывала и бассейны, и сауну, и все это рассказывала. А вот и велосипед мой. У нас 2 велосипеда, один старшего сына и мужа. Ну, как бы они по очереди ездят. Один вот мой. Мне подарили на день рождения. В общем, мы сходили сейчас в школу по делам. Сказали нам, что вот в эту школу мы хотели большую пойти. Нам сказали, что сейчас пока еще не решается ничего, в августе надо приходить. В общем, вот в эту школу, возможно, мы попадем в большую школу. Есть много но, кому интересно, это в личку можете писать, я расскажу, как это все происходит. Зашли мы сейчас покупать молоко. У нас здесь недалеко от дома продают свежее натуральное молоко. И сейчас уже говорят и в Турции молоко, ну, не очень хорошее, магазинское. Поэтому мы решили заходить покупать у фермеров. Сюда привозят сдалека, с гор. Хорошее натуральное молоко в бидонах. Видите, мне наливают 3 литра. Еще решила купить вафельки. Daha biraz. Yarım. Evet. И здесь, смотрите, еще есть кунефе и вот такие вот турецкие манты. Ну, пельмени точнее. Манты называются. Так, смотрите, вот столько вот мне молока налили. Еще я взяла вафельки. Вот здесь вот в этом магазине продают недалеко от Тазе Экспресс. Кто здесь живет, вдруг надо будет. И здесь еще мороженое обычно мы кушаем. То есть рядом с мороженщиком, точнее, как мы его называем, вот такой вот магазинчик есть. Короче, 30 лир за килограмм молока. Они прям на весы ставят. И у меня здесь как 3 килограмма они сделали. Ну, 3 литра как бы. Вот. Вафли 110 за килограмм написано было. Я немножко взяла на 45 лир. Вот. В общем, сейчас все это отвезу домой и потом еще за мясом поедем.
Так, ну что, друзья, молоко я оставила. Вообще хочу сказать, почему я такое молоко решила взять. Я, кстати, первый раз взяла. Потому что по приезду с отеля неделя у меня стояло молоко в холодильнике, пусть даже в холодильнике, не испортилось. Иногда бывает это вот магазинское молоко, которое в холодильнике стоит, по сути, в магазине. Я его оставляю, забываю на ночь на столе, и с утра я просыпаюсь, оно не портится. Но я думаю, что это явно признак того, что вот после этого случая я задумалась. Так, ну что, друзья, походили, погуляли по своим делам. По поводу школы хочу немножко рассказать. Кстати, вот здесь вот очень вкусное мороженое Köse напротив отеля Göksu, кто здесь живет. Я еще взяла себе вот такую вот вкусняшку. Что? Можно в стакане? Да, наверное. А в общем, еще взяла вкусняшку. Дома покажу, если не забуду. К чаю. Это то, что в отеле подают. Такая пахлава очень вкусная, необычная. Вот. Небольшой кусочек 100 лир получилось. В общем, что сказали по поводу детей, по поводу школы. Я ходила здесь недалеко в Milli Eğitim Müdürlüğü. Это вот по поводу иностранцев. Мы хотели в ту школу, но мы проживаем чуть дальше и относимся к другой школе. Я подошла, спросила, я говорю, здесь вот можно, говорю, вот так-то, так-то. Он меня направил вообще за мост. Мы поехали туда, где Ретменави, может быть, кому-то это надо будет, эта информация. Короче, съездили, сказали, что если есть какая-то причина, то можем перевести. Либо вам адрес надо поменять на Göksu, то есть надо переехать. По поводу школы, в общем, надо обращаться сразу в школу в августе. Приходите, говорит, и там уже все делают. Вот. Все, как бы, вот такая вот информация. Так что мы будем сейчас думать, что делать. Что? Нам нужно книжки купить для школы. Они сами выдают. Да? Да. А у меня ручка уже есть. Ручка уже у тебя есть? Да, но ты не подаешь. Ну, здесь ручкой не пишут, здесь пишут карандашом, чтобы потом можно было стереть это и переделать. Вот, в общем, про Зальку говорит этот мужик. Чок, татлы, говорит, татлы. Они прям любят вот так вот маленьких, особенно девочек, особенно красивых, особенно голубоглазых и белобрысых. Вот. У меня Зеленые, зелено-голубые у тебя, очень красивые глаза. Ну да, хотя у меня голубые были, а теперь зеленые и голубые стали. Да, солнышко. А потом будут у меня просто зеленые и все. Да. В общем, такие дела. Короче, заехали сейчас за мясом. До этого мы смотрели у мясника. Что-то нашего мясника сегодня не было. А у других мясников, если честно, не очень запах есть. А тут, получается, смотрите цены. Есть, в принципе, за 599 для этого фарша. Я вот это взяла за 759 лир килограмм. Теперь вы понимаете, почему я в отеле ела мясо. Вот, так что 759 лир умножайте на 2, но получается 1500 с чем-то за килограмм мяса. Но это чистое, конечно, мясо, не на кости. Так, смотрите, 0,738 грамм на 560 лир получилось. Я думаю, нормально. Вот как раз я сделаю люля-кебаб сегодня. И, друзья, вышли мы прогуляться. Вечером немножко столько народу, столько людей сидят на площадке детской. Тут не только на площадке, сзади вот кафешка, за столом сидят, чай пьют, мороженое кушают. Короче, просто куча. Сегодня очень тепло. И, друзья, у нас настал новый день. Вчера не смогла вам ничего заснять, только начала снимать, и там дети, то сё. Короче, продолжу дома свой блог, потому что первый день, в общем, я снимала вечером с улицы. Я потом на следующий день удалила все нечаянно. То есть не судьба, похоже, мне вечером снимать. Ну, если честно, и по качеству не очень ночная съемка у меня. Занимаюсь сейчас домашними делами, буду стирку запускать и с вами болтать. На улице вообще вечерами сейчас жара, днем жарко, дома жарко. Вообще просто очень сильно жарко.
И вечером, получается, 22 градуса, вот вчера было. Такая прям жара была. Потом сейчас вот уже дома ощущается жара. Но я кондиционером еще не пользуюсь. У нас квартира большая, трехсторонняя, и постоянно как бы так прохладно, так ветерок гуляет, то есть хорошо. Некоторые уже вовсю топят кондиционерами, говорят. Запускаю стирку, и мой любимый, конечно же, порошок от Атоми. Это листовой порошок сейчас. Вот такие вот листы, их можно поделить на 2, смотря какая у вас емкость, ну, то есть много ли одежды. Если от 5 килограмм, то, конечно же, надо уже целую. Вот такой вот листовой порошок, обожаю, весит 150 грамм, на 30 стирок хватает. Если у вас маленькие стирки, на 60 хватает. И по цене также стоит, как и здесь в Турции порошки. Вот, смотрите, сколько уже я их использовала. Этот тоже заканчивается, сейчас буду новый заказывать. Здесь что хорошо, и кондиционер, и отбеливатель, 3 в одном, и сам порошок, то есть не надо отдельно тратить деньги на другое. А так тоже стоит, как и порошок, 300 лир, представляете? Поэтому, кто хочет заказать, спускайтесь в описании, там ссылочка есть для регистрации на этом интернет-магазине. Ну, то есть это такой же интернет-магазин, как и Wildberries, Озон, или, например, в Турции это Trendyol, Хапсибурада. То есть скачиваете приложение и заказываете себе домой. Прям к дому привозят в Турции. Ну а в России, как всегда, пункт выдачи, как и на Озоне. А мы сегодня дома сидим, кушаем арбуз. Кстати, арбуз 15 лир за килограмм сейчас стоит. Алмаз у нас сегодня дома. В садик сегодня пошла Азалия. Кстати, по поводу его глаза, там писали, что, типа, сходите, там есть врач рядом с отелем, типа, покапайте. Но мы уже брали эти капли с собой, я до этого к врачу ходила, и у него это уже 2-й ячмень на глазу. Ну-ка, покажи. Вот так вот он выглядит, это уже 2-й ячмень. Я думаю, что 2-й ячмень пошел чисто из-за того, что были такие вот водные процедуры. После моря у нас вот 1-й как будто бы обострился, потом 2-й появился, короче, вот так вот. Я ему и крем, и капельки, так что мы лечимся. Почему сегодня Азалия пошла? Потому что сегодня в садике мыльное шоу, и как раз таки из-за глаза Алмаз решил дома остаться. Писали по поводу того, что вот, дети не могут ходить вместе в садик из-за того, что садики дорогие. Даже больше не из-за того, что цена дорогая, вот так вот они по очереди уходят, потому что вообще мы в прошлом году, оба они ходили целый год. В этом году, вот со дня рождения, наверное, началось, я с ними начала дома читать. И мы сейчас уже целую книгу читаем, русскому я учу, русскому чтению детей, то есть они потихоньку учатся читать. У меня есть книжка, давайте покажу, букварь, даже 2 книжки. Одна вот написана Алмаз, 2-я Азалия. Азалия, кстати, сама написала, только я у нее по-другому получилась. Вот, и мы уже на буковке, кстати, Е где-то. Я, да, на букве Я. Вот, дочитываем уже, то есть целый этот год, полгода я занимаюсь по очереди. И папа занимается, и я. И вообще я такая мама, которая не может насладиться детьми. Не та, которая хочет быстрее избавиться от детей, да, а наоборот, мне прям вот не хватает. Я уже понимаю, как они будут уже, вот у нас, получается, старший сын уже 10 класс заканчивает, здесь он учится в русской школе для тех, кто работает на КУЮ, а для детей этих сотрудников есть тут школа русскоговорящая, московская, частная, имени Пушкина. Он туда ходит, и это уже 10 класс, и я понимаю, насколько быстро дети вырастают, и поэтому я за ним, насыщаюсь ими. И в этом году, вот в сентябре, они пойдут уже в турецкий садик, ну и, сами понимаете, школа это уже все. И поэтому я этот год, когда они вдвоем дома, это невыносимо, да, потому что, это тяжело, вот серьезно. А когда вот так по очереди, это самый кайф, то есть можно отдельно с детьми позаниматься, уделить отдельно каждому время. Они у нас двойняшки, поэтому у кого есть двойняшки, они поймут. Еще хочу поделиться, в общем, вот йогурт из молока я сделала. Вот такой вот он получился.
Я на литр теплого молока добавила 2 столовые ложки йогурта покупного и пребиотик от Атоми. Сейчас покажу. Вот у меня всегда есть вот такой вот пробиотик. Идет от Атоми. Здесь 60 штук, поэтому он у меня надолго хватает. Вот такой вот один стик положила. Здесь и бактерии, и питание для них, поэтому это очень круто подходит как раз для йогурта. На ночь оставила йогурт, и получился у меня вот такой вот йогурт. Но я добавила в холодное молоко, поэтому надо было сначала немножко молочко подогреть. Поэтому у меня не такой сильно густой вышел, но в следующий раз сделаю так. Этот вот пробиотик по сравнению с аптечными дешевле выходит, потому что он очень богат на состав. Тут больше 10 видов бактерий и больше 3 миллиардов вроде бы идет, или 5 миллиардов питания для них. То есть такой пробиотик в аптеке очень дорого стоит, а этот еще и 60 штук на 2 месяца. То есть если для детей вообще как бы, да, полстика достаточно, он сладенький, вот так вот полстика даете детям, и дети во время, например, болезни, да, если пьете тем более пребиотики, то есть антибиотики, я всегда покупаю его. Также я сейчас женьшень пью, один себе, один мужу даю. Женьшень, сами понимаете, да, это корень жизни уже, наверное, многие с детства о нем слышали. Корейцы всегда за собой следят, пьют такие вещи, но и мы как бы не исключение, мы тоже решили за своим здоровьем следить. Вообще я много что беру. У меня здесь вот кофе 3 в 1. Хочу в следующий раз попробовать арабику, черный кофе. Это тоже арабика без робусты. То есть очень крутые вещи и по доступным ценам, поэтому я все покупаю там. Для печени вот тоже для профилактики взяли вот такой вот радиолу плюс расторопша. Очень классная вещь. Ну, БАДы как бы спирулина. БАДы я беру там всегда. Не только БАДы, у меня вот даже крем для рук оттуда. Очень классно. Все средства крутые, поэтому я как бы всегда пользуюсь только с этого магазина. И экономно получается, и приятно пользоваться. То есть не деньги на ветер. Поэтому рекомендую всем, кому интересен этот интернет-магазин, проходить под видеороликом по ссылке. Что хочу сказать еще, вот как раз когда мы ходили вечером гуляли, я вам набережную снимала, Руслан мне купил розу, хотя розы здесь очень много, роз здесь везде, и я в этот ролик как раз таки розы, там вот это все вам показывала, рассказывала, и, блин, удалила, так жалко. Реально на улицу, если выйти, столько цветов, столько роз везде вокруг, еще они разноцветные. Поэтому обидно, конечно, то, что вот так получилось. И я эти ролики удалила. Кстати, да, вот пользуюсь случаем, еще хочу сказать, что вот я пользуюсь вот таким вот гелем для мытья посуды. Я всегда мою только этим посуду, потому что можно и детские посуды, и бутылочки мыть. Он, короче, разводится 70 миллилитров вот этого средства. Здесь вообще литр идет, 70 миллилитров. И я развожу с водичкой, там прям в описании так и написано способ применения, да, вот с водой 70 миллилитров, буквально вот столько, наливаю где-то, развожу водой, и хватает мне очень надолго. Это вот у меня целое стоит, тут нет, вот это целое, а вот это вот чуть меньше уже вот, ну, то есть я отсюда перед отъездом в отель я купила новую и все не убрала, еще надо убрать. В общем, дома куча дел, и вот сейчас с этим занимаюсь. А еще нам нужно сходить к стоматологу. Во-первых, мне надо сходить, во-вторых, Алмазу надо сходить, в-третьих, Азалии надо сходить. Азалию вчера уламывала целый день, но она ни в какую. Вот Алмаз вроде согласился. Да, сегодня пойдем к зубному? Я согласился. Он согласился. Так что еще узнаем, сколько стоит зубной. В этом ролике не переключайтесь. Так, ну что, пошли мы к зубному. Сейчас узнаем по ценам, сколько стоит зубной. Я хочу, чтобы мне прямо сейчас полечили. Прямо сейчас. Это ребенок не был у стоматолога, поэтому так и говорит. Заехали мы до стоматологии еще вот вкусняшки себе купить.
смотрите, турецкие вкусняшки, как выглядят. Башкаю. 110 lira. Тамам. Хочу небольшой секретик вам сказать. Вот этих семитов. А есть со сливочным маслом. Вот эти. Вот это без сливочных масел. Вот эти нам со сливочным маслом больше нравятся. Называется тереял. Это обычный трексос. Вот. И еще вот эти я люблю печеньки. Вот такие вот печеньки еще взяли. В общем, 3 семита и 4 таких печенек вышло на 110 лир. Детская пломба 1800. В общем, Алмаз меня толкает, выталкивает из стоматологии. Пошли, говорит, не пойду, говорит. Да нет, шучу. Мы, короче, зашли, нам сказали вот в этой стоматологии, что цены, короче, я вам показала. Сказали, что после 7 приходить сегодня вечером. А он говорит, почему не сейчас мне лечат зубы, да? Хочу сейчас. Хочешь сейчас? Ага. Короче, 1800 пломба стоит. Одна пломба. А у нас там между 2 зубами 2 пломбы надо ставить. В общем, недалеко от той клиники, вот здесь вот, получается, у стадиона, есть еще одна клиника. Вот она вот так выглядит. И детский зуб, лечение здесь дешевле. Здесь вот 1800 лир. Ой, 1500, а там 1800. Поэтому мы решили сюда записаться на субботу. Сегодня вечером туда ходить не будем. Уж только сюда сходим. Но цену я вставлю. Можете сравнить. Там сколько и здесь сколько. Разница есть. То есть, например, удаление зубов. Там 500. Ой, там 400. Здесь 500. То есть, есть такая вот разница. На некоторые процедуры там дешевле. Некоторые процедуры здесь дешевле. Поэтому вот для кого это сейчас актуально, можете сравнить. Ну что, я и так, наверное, очень много наболтала, много информации в этом ролике, поэтому буду завершать ролик. Всем желаю, как всегда, счастья, позитива, радости. Будьте здоровы, берегите свои зубы, берегите себя, берегите друг друга, берегите свое здоровье. Всех люблю, всех целую. Будьте на позитиве еще раз. Всем пока.